У большинства Краков ассоциируется с грязным воздухом, старым городом и толпами людей, но мало кто в курсе, что здесь куча природы и зелени, да еще какой. Я не думала, но у меня появляется небольшая тревожность. В этом видео мы совершим с вами эко-тур по мега красивым, уютным и скрытым местам Кракова. Ставьте лайк авансом и приятного вам просмотра! Невероятно красивое место, о котором знают только местные или особо внимательные туристы, это карьер Закшувек. Здесь вы можете погулять по зеленой местности вокруг карьера, отдохнуть на лавочке с красивым видом или спуститься вниз к самой воде, чтобы пройтись по дорожкам, поплавать в бассейне и даже заняться скалолазанием или дайвингом. Пока что здесь ведутся строительные работы, но совсем скоро карьер будет полностью облагорожен для посетителей. Кстати, про дайвинг. На глубине от 7 до 21 метра находится очень много интересных артефактов, которые можно увидеть вблизи. Большой фиат, автобус, фургон, лодки и бывшая рабочая раздевалка. С уверенностью могу сказать, что это мое любимое место в Кракове, именно природное. Здесь есть и вода, и леса, а я люблю и то, и то. И могу сказать, что это классное место для отдыха. Можно сюда прийти на пикник, просто погулять, потому что здесь очень много дорожек. В принципе, можно обойти вокруг всего Закшувека и еще погулять по лесам, которые здесь есть вокруг. А еще стоит добавить, что здесь хорошая инфраструктура, за счет того, что здесь есть много лавочек, то есть есть много мест, где можно посидеть, отдохнуть. Возле них находятся мусорники, и в принципе здесь, кстати, чисто, вообще не видно, чтобы люди раскидывали мусор, оставляли за собой, этого нет. Ну и в принципе, кстати, есть пару мест, где можно поесть, там типа мороженое и кофе, что-то такое. И еще где-то есть туалет, который мы не нашли. Он находится тут где-то в одном месте, но есть. Ребята, у меня есть для вас обалденная новость. Как-то раз в комментариях меня спросили, есть ли канал у Андрея. Я ответила, пока что нет. Но я думаю, вы поняли, к чему я веду. Совсем недавно мы запустили второй YouTube-канал с небанальными фактами про Украину. А точнее, про разные города, украинскую кухню, новые слова и не только. Канал на украинском языке, и ведет его Андрей. Я сама была в шоке, когда у него появилась такая идея в душе. Так что, если хотите изучать нашу страну без сложных терминов и банальных фактов, а еще увидеть Андрея в кадре, переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Быть в Кракове и не пойти на набережную Вислы – это как есть борщ без сала. Будет как-то неполноценно. Висла – это самая длинная река Польши и также самая длинная река, впадающая в Балтийское море. Ее длина 1047 километров. Для сравнения, длина Украины от самой дальней точки левой до правой около 1500 километров. Набережная Вислы в Кракове очень красивая и ухоженная. Здесь приятно гулять, наслаждаться видами на Краков и проводить время с близкими людьми. Местность очень зеленая, есть много локаций для пикника и отдыха на траве, есть прогулочные катера, даже отель на воде. И также здесь можно ездить на велосипеде или бегать. На берегах Вислы находится много интересных мест, самые яркие из которых это Вавельский замок и воздушный шар-обзорная площадка на Краков. Подробнее о них смотрите в других наших видео. Так что насчет качества воздуха в Кракове? Оно действительно плохое, особенно в зимние месяцы, за счет сжигания некачественного угля. Благо в последние годы идет постепенное улучшение в показателях. Кроме угля, к причинам загрязнения воздуха относятся расположение и транспорт. Географически Краков находится в низине, у подножия гор, поэтому ветер здесь дует слабо, а в осенне-зимнее время часто бывают туманы. Изменить это, как вы понимаете, невозможно. А вот с транспортом уже есть явные сдвиги. С середины 2024 года в Кракове будет создана чистая транспортная зона. Это значит, что транспортные средства, которые не соответствуют указанным нормам выбросов, не будут допущены к въезду. Плюс стоит добавить, что даже если весь Краков перестанет
перестанет топить дома углем, это не исправит всю ситуацию, потому что рядом находятся села, которые тоже топят углем. И если они продолжат это делать, то в любом случае пострадает и Краков. Это разные власти и уровни, поэтому не все так просто, как кажется. Кстати, если знаете последние новости по тому, как продвигаются дела по очищению воздуха в Кракове, поделитесь ими в комментариях. Из хорошего добавлю, что за качеством воздуха в Кракове, как и в любом другом городе мира, следить можно. Есть специальные сайты, на которых пишется прогноз по загрязнению воздуха. И если показатели в норме, можно спокойно выходить на улицу. Если нет, лучше закрывать окна или надевать маску, гуляя по городу, особенно если вы чувствительный человек. Из необычных зеленых мест Кракова можно выделить курган Костюшка. Вообще, что такое курган? Это искусственный холм и кенотаф. Как говорится, учим новые слова с Катей. Кенотаф – это, грубо говоря, символическая могила, то есть надгробный памятник без останков покойного. В нашем случае курган посвящен национальному польскому герою Тадеушу Костюшка. Мы сейчас поднимаемся наверх кургана, и я не думала, но у меня появляется небольшая тревожность, потому что здесь нету поручней, то есть тут сразу идет обрыв и высота. Интересно. Ну, место, знаете ли, прикольное, потому что сверху открываются вот такие вот красивые виды. На самом верху находится обычно много людей, места мало, поэтому мы спустились. Вот. Но могу сказать, что это место дешевле. О, обалдеть, самолет взлетает, смотри. Простите за мой расфокус. Так вот, это место, курган Костюшка, получается более бюджетная смотровая площадка, чем воздушный шар на набережной. Так что можно приходить сюда, и я думаю, вид получается не хуже. И еще плюс к этому вы получаете прогулку по территории, музею и так далее. Да, курган платный, обычный билет стоит 24 злотых на человека, и открыт он ежедневно с 9 до 7. На территории здесь находится сад, музей, несколько кафе и проводятся различные выставки. А еще насчет музея, он здесь такой модерновый, прям реально интересный, поэтому если вы увлекаетесь историей или конкретно личностью Костюшка, то вам здесь будет интересно побродить. Он небольшой, но интересный. И плюс там есть еще такие детские штуки, детские места, ну, где дети могут порисовать, что-то потыкать. В общем, там есть специальные значки. Так что с детьми идти сюда тоже можно. Кстати, если вы не знали, у Кракова есть городской сайт озеленения города, на котором, собственно, можно узнать про разные парки и зеленые зоны города. Ссылку ищите в описании. Продолжаем наш эко-тур по Кракову, и следующее наше место – это Белянско-Тынецкий ландшафтный парк, и курган как раз-таки находится на его территории. Парк расположен в городе Кракове и гминах Черняхов и Лишки. Чтобы было яснее, гмина – это наименьшая административная единица в Польше, это может быть город, село или группа сел и городов. Ландшафтный парк был создан в 1981 году и занимает 6300 гектаров. Название парка связано с его расположением в двух исторических районах недалеко от Кракова – Беляны и Тынец, где также расположены два знаменитых монастыря. Вообще, парк сам по себе очень большой и очень насыщенный на разные интересные места. Например, мы сейчас находимся вообще на краю парка, нашли вот такую вот церковь и были в районе около кургана. Но это на самом деле очень маленькое пространство, очень маленькая доля всего ландшафтного парка. Потому что кроме зелени и кургана здесь также находятся скалы, река, замок и что-то еще. Вот. Но, например, чтобы дойти к замку, он такой красивый, прекрасный, да, но нужно пройти где-то 5-10 километров, а идти не очень-то хочется, так что извиняюсь. Но если подсуммировать, это классное место для отдыха и, что немаловажно, находится в быстрой и легкой транспортной доступности. Еще один уютный парк Кракова – Залев Новохудский. Его фишка в том, что он находится у водохранилища, то есть искусственного водоема.
Чего здесь только нет, и градарня, где можно бесплатно на минуточку подышать солью и, так сказать, немного подлечиться, и пляж, на котором нельзя плавать, но можно отдохнуть и позагорать, и места, где можно поесть, и разные зоны отдыха, и даже танцующие фонтаны, которые сейчас не танцующие. Парк довольно миленький, он мне понравился. Единственное, что смущает, это то, что вдали среди деревьев видно, как ездят машины и транспорт, и его слышно. Потому что парк сам по себе небольшой и не супер такой густой, знаете ли, прям как лес. Вот. Но классно, что здесь есть вода и очень много локаций для спорта, для здоровья. Например, возле той же градарни там очень много пенсионеров, мы пришли, обалдели. Вообще людей сейчас немного, сегодня понедельник, утро. И тут также можно побегать, поездить на велосипеде или просто походить. Поэтому если бы я жила в этом районе, то я бы сюда, наверное, очень часто ходила. А так, сам район, кстати, очень необычный, новый район. Мы уже, наверное, изучили все районы Кракова и приехали сюда, немножко удивились, потому что он отличается от других районов, как я уже сказала. И он прям напомнил нам Днепр наш, только более широкий. Вот чем отличается Краков и Польша от Украины? Тем, что тут более широкие улицы. Ну и под конец мы оставили для вас пляж Багрі. Универсальное место и для спокойного, и для веселого отдыха. Так что пляж подходит и молодым людям, и семьям, и пожилым. Ну по фону, я думаю, вы поняли, что сегодня здесь превалирует активный и громкий отдых. Багрі — это также водохранилище. Здесь можно хорошо отдохнуть, позаниматься водным спортом и поплавать, в отличие от прошлой локации. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Это тот случай, когда просто не ставишь никаких ожиданий, приезжаешь на место. Ну, я думала, пляж и пляж, типа, что с него взять? Я помню наши пляжи в Днепре, большинство из них это просто ужас. И, собственно, вот приехали мы, погуляли здесь. И несмотря на то, что музыка громкая, я такое не очень люблю, все равно атмосфера здесь просто невероятная. При этом чувствуется такое спокойствие, близость природы и вообще... Очень классно. Люблю такие места. И классно, что в Польше они так круто облагорожены, обустроены. Есть гамаки, блин. Конечно, не очень удобные, твердые, но если что-то постелить, то обалдеть просто. Когда мы только переезжали в Краков, я даже подумать не могла, что здесь так много природных мест. А сейчас с уверенностью могу сказать, что это один из лучших городов Польши в этом плане. Лес, озера, что там еще у нас, карьер, водохранилища, скалолазанье и дайвинг. Каждый здесь найдет свое. Ставьте лайк, если вам понравился наш эко-тур, и делитесь в комментариях своими впечатлениями от природы Кракова. А мы увидимся с вами совсем скоро, в следующем видео. Пока!